Всем привет! Вы снова на канале Georgia Private Investment. Здесь мы говорим о недвижимости и инвестициях в Грузию. Сегодня мы с вами в Сванете. Приехали друзья из разных уголков мира, и мы поехали в пятером на двух машинах, поехали кататься. Заодно протестировали мой новый автомобиль, мою Теслу, сможете доехать до Сванети, как она там заряжается. Ну что, мы начинаем наш квест доехать на Тесле до Сванети. На борту 3 человека, Сами Адамиани. Запас хода 488 километров. Нам в дороге нужно пробыть всего 270. Время выезда 2:45. Начинаем движение. Скажу, забегая вперед, заряжается она там плохо, потому что в Сванете все сети перегружены, электрические. Там давление, говорю, напряжение там не 220 вольт, а 180. Там все майнят. Там все майнят, да, потому что электричество в Сванете для всех бесплатно, потому что у них нет газа, и топиться можно только электричеством. Вот, и сети старые, и, в общем, не пропускают так много энергии, сколько требуется для майнинга и Теслы. Сейчас все просто заплакали на территории, не знаю, России, у тех, кого нет газа, но при этом электричество платное. Да, это точно. Я тоже когда узнал, что в Грузии, думаю, блин, как так? Страна, которая производит много газа. Не везде есть. Ну и при этом не считают, что такое, ну нет и нет, Нет и платите нет, да. за электричество. Расскажи, чем тебя привлекает Сванете, раз ты так много раз там был? Во-первых, приезжаете в столицу Сванети, в деревне Местия, очень такое интересное место. Попадая туда, чувствуешь себя, как будто ты где-то в Европе находишься, в какой-нибудь Зёльдене там, или Швейцарии где-нибудь такой. Грузинская Швейцария. Много всяких баров, ресторанов. Приятно погулять, посмотреть на окрестности. Сванские башни, вкусные кубдари. Второе, живя вместе, можно позволить себе за одну поездку попробовать два разных курорта. Это курорт Этнульди и курорт Хацвали. Это две разных совсем трассы, два разных склона, разные по сложности, по уклону, по протяженности. Два разных курорта, тоже интересно в одном месте сразу два курорта попробовать покататься. Где вы останавливались? Как вообще там дела с отелями? Слушай, там очень много частных отелей, и крупных отелей, и сетевых отелей, и там хорошие четырехзвездочные отели есть с саунами, спа, хамамами. Много гостевых домов. Мы арендовали на одну компанию целый этаж в доме, несколько номеров. Была мужская компания, каждый сняли себе по номеру. И вот, и было для меня, еще повторяюсь, мы ездили на машине моей, там было немаловажно, чтобы была розетка снаружи, вот, чтобы заряжаться. Расскажи немножко про дорогу, потому что многих пугает дорога в Сванетию. Как она, тем более зимой? Ну, во-первых, только зимние колеса, во-вторых, желательно полный привод, с собой всякие тросы, там, цепи и так далее. Но в целом дорога нормально проезжает любой автомобиль, и на привозе можно проехать в хорошую погоду. Но рекомендую все-таки полный привод. Часа в 4,5-5 дорога занимает. Дорога разная. Нам направо, вперед. Вот настоящая дорога вместе. Ну, то есть, если так быстро доезжаешь, то, в общем, нигде там не останавливаешься, не Ну да, ну окей, перекусываешь. возьмем 4,5-5 часов. Ну, 5 часов. Такой спокойным темпом. Дорога красивая. Лучше ехать днем, чтобы посмотреть вокруг. Всякие водопады, горные реки, ГЭС, опять же. То есть очень красивая живописная дорога. Ну вот мы и вместе. Итак, осталось у нас, блин, чуть не видно. Короче, 100 километров. Запас хода, да. Арабы, целая семья. А мы... У нас что-то запас 100 километров остался. Мы могли еще газовать и газовать. До Ужгули даже можем доехать. В общем, наше путешествие великолепно заканчивается. Завтра на каталку. С какого курорта вы начали? Где вы катались? У нас стандартные выходные у нас выглядят следующим образом. Мы в пятницу выезжаем после работы отсюда. Значит, часов 10-11 мы уже вместе. Останавливаемся, ночуем. Суббота, первый день катальный, это всегда Тетнульди. Дорога далекая, ехать минут 25-30 от Местия. Вот. В этот раз мы ездили на своих машинах, потому что у нас был полный привод. А если вы приехали на там какой-нибудь позатерке, тогда можно арендовать там делику, и вас возят туда-обратно, вас там подождут, потом заберут и вернут обратно в Местию.
Значит, первый день всегда Тетнульди. Это 3 каскада подъемников, это высота больше 3000 метров, перепад высот уже больше 1000 между верхней станцией и самой нижней станцией. Это около 8 километров трасса. Если наверху чуть-чуть круто, то внизу более-менее полого. Много ресторанчиков, кафе внизу, где можно там пообедать. После этого в субботу вечером приезжаем домой, там у нас баня, отдых, там ужин, какие-то развлекательные мероприятия. И потом в воскресенье, второй катальный день, мы уже ездим в Хацвале. Хацвале это прям вот в деревне, есть подъемник, можно пешком дойти из любого отеля до нижней станции подъемника, сесть на него, подняться на Хацвале и там покататься. Там катаемся что-то до 2, до 3, до 4, обедаем, в машину садимся, и вечером, в воскресенье мы уже дома. Вот такой стандартный у нас тур выходного дня. Сколько там всего трасс и как они? Слушай, ну там тяжело посчитать количество трасс. Вот про курорты могу сказать, 2 курорта. На Тетнульде трасс, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, 5, наверное. В разные стороны можно покататься. Много фрирайдного катания, много очень... Куда можно пешком сходить. Мои друзья, они брали с собой комуса, и они пешком ходили, там, поднимались, выбирали гору, там, на какую хотят пойти. И туда шли, с нее катались, без всяких подъемников. То есть там очень много фрирайда. Вот. На Хацвале там всего 2 трассы, но они такие динамичные, довольно с хорошим уклоном, контруклоном. Всегда хорошо подготовленные, отраченные. Там именно такое спортивное катание. Если вот Тетнуль где-то больше такой ситуация релаксационная, как во всей Грузии, такая, на релаксе, то Хацвали это такой спортивный рабочий курорт. Можно ли ехать вместе не только для того, чтобы кататься, не на вот так, как ты сейчас рассказал, на выходные, а на недельку, например? Я ни разу не пробовал. То есть, если я ездил надолго, на недельку я ездил летом для того, чтобы походить в горы пешком. Мы ходили вот с Галей из Мести в Ужгуле. Всем очень рекомендую. Трекинг 56 километров длиной. 3 ночи, наверное, 4 дня вот так. Идти очень красиво. Пешком ходишь, смотришь горы. Тут и Шхара, и Тетнульди, и Ужба. И вот все это вокруг. Большой Кавказский хребет. Очень красиво. То есть летом, наверное, есть смысл ехать на неделю в выходные с моим ритмом рабочим. Когда мне ходить на неделю ездить, когда мы ролики снимаем каждый день? Ну, я к тому спрашиваю, чем там можно заняться, кроме того, чтобы покататься? Ну, можно сходить в музей, там есть хороший, там классный дом культуры, там часто выступают национальные всякие танцы, песни, ансамбли и так далее. Тоже интересно, мы ходили в дом культуры, попали на какой-то праздник. Обязательно нужно подняться в Сванскую башню, посмотреть, что это такое, вообще, как это все устроено там и для чего было. В каждом доме в Сванском, в принципе, есть Сванская башня. Этнографический музей очень интересный. Все, кто ходил, вообще в восторге в полнейшем. Вы обязательно возьмите гида, он там все расскажет, покажет, тоже очень интересно. Не знаю, может, на деньгах кого-то покататься, на конях покататься. Так. Выпить вкусно, поесть, как всегда. Мои дорогие, рад встрече. Это самое главное. И я хочу сказать одно. Знаете что? Не бывают идеальные жизни, но есть идеальные моменты. За ваши идеальные моменты в Грузии, в Сванете. Поехали. Так, помоги нам, пожалуйста. Да. Вы же не профессионалы. Что нужно Да, делать? да, еще Сочи. оно сильное. Да. Я люблю. На счет 3, да, делаем? 1, 2, 3. Оно сильное. Что там с ресторанами, где там поесть? Ой, ну мы часто кушаем в Лайле. Это такой прямо на центральной площади, на главной, возле парка. Вот, и хороший ресторан грузинской кухни. Всегда полно народу, всегда очень много иностранцев. И, кстати, вот чем Сванети отличается от других курортов грузинских, русской речи практически не услышите. То есть вот мы были, мы русскую речь, но если и слышали, то, может быть, один раз, два, а так все, поляки, чехи, немцы. Ну, и очень много иностранцев, такой именно. Иностранцы любят горы, аутентику. Там реально вот вместе очень-очень аутентично. То есть очень такое все, очень колоритное. И люди колоритные, и культура, и еда. Все очень колоритно. Сванские башни, опять же. История. Сегодня у нас горнолыжный курорт Хацвали. Верхняя станция подъемника. 2500 метров. Отличная спортивная трасса. Идеально подготовленная. Много людей. Немного людей. Здорово. Пил. Обожаю такое. Ну, такой вид на Ужгу. Если солнышко сейчас подтопит чуть-чуть трассу, нам будет еще приятнее.
просто видео. Я всегда с собой беру видеокамеру. Традиционные блюда какие там в Сванете? Ой, я кубдари люблю. Это как хачапури здесь, только там с мясом. Хороший пирог. Очень похож на... Не знаю, что похож. Похож на очень вкусное мясо в тесте. Ну и, как обычно, всякие харчо-марчо. Просто разрыв головы. Хитмульти засыпается, просыпается мафия. Я знаю, что ты не просто туда ездил, ты еще и снял обзор на какую-то недвижимость. Да. Расскажи немножко, что там такое продается. Это моя землячка Ксения. Она тоже из Новосибирска. Она вышла замуж за Свана много-много лет назад. Переехала сюда, родила кучу детей. Такой серийный предприниматель. И один из бизнесов — это несколько коттеджей. Сванети Countryside. Расположены как раз недалеко от Мести, не доезжая пару километров буквально. Коттеджи одноэтажные, домики продаются под управлением Ксении же. Вот, хорошие оценки на букинге. Просто один из... Действующий бизнес. Один из владельцев решил продать, и Ксения обратилась к нам с просьбой реализовать этот дом. В принципе, хорошее предложение. Там видео рассказываю, дальше будет обзор. Небольшое такое видео. И... Хороший дом, хороший бизнес. Там... Уникальность этого проекта в том, что это единственное, что можно купить в Сванете. Ну да, я слышал, что Сваны не любят продавать. Не любят. Еще 5 лет назад было невозможно иностранцу там под бизнес открыть. Было просто невозможно. Ну, Ксения там уже своя. Муж Сван, поэтому ей можно. Окей, а покупать теперь? Вот Да, там. где купить можно, все, право собственности зарегистрировано, все можно купить, если сказать номер земельного участка, все как бы, все прозрачно. Стать первопроходцем. Нет, это все под управлением, вам же просто покупаете, условно, там, недвижимость, которая сразу же в управлении у Ксении. Она же сдает, она же там организует прием гостей, уборку и все остальное. Предлагается к продажу дом площадью 65 квадратных метров, стоимостью $120 тысяч. Ежегодная доходность от этого дома за минусом всех комиссий и всех платежей составляет $9 тысяч чистыми. В доме 2 спальни, 1 санузел и большая шикарная кухня-гостиная. В дополнение бесплатно к этому дому идет земельный участок площадью 200 квадратных метров с прекрасным местом для барбекю, отдыха, качели. Ну и вообще любоваться вот таким видом, мне кажется, просто здорово. Так, что у нас здесь? У нас гостиная, кухня. Оборудована прохладненько, но есть обогреватели. О, смотри, как тут красиво. Я же люблю такой стиль деревянный. Все в дереве, окна в пол. Лежишь такой на гору, смотришь. Что бы за это отдал бы за ночь, Паша? Я не знаю, но если сравнивать с чем? с тем, что мы жили, ну, то, что мы вот снимали сейчас, я думаю, в 2 раза больше можно смело. Я думаю, что он должен стоить. Да. Туалет. Стерильно. Мне нравится. Кладовочка и вторая, да? И вторая спальня, да. Тоже все, что нужно. Есть тепло, сухо. И это стоит всего 100 с небольшим тысяч долларов. Тут вопрос лишнего владения. Тут вопрос в том, что это можно сдавать. Вид красивый. Вид красивый, да. Это стоит $1 миллион. Вид обалденный. 9 тысяч долларов в год они приносят, Паш. Окей, забыл спросить, бывал ли ты там на ледниках? Мы ходили, да, до ледника. Ну, во-первых, мы когда ходили вместе в Ужгуле, то идешь мимо ледников. Раз. Второй, один раз мы просто приехали вместе, там остались ночевать, потом сели в машину, поехали в деревню Бечо, и из нее там есть трекинг как раз к леднику Ужбы. Вот, один раз мы с Галей ходили, тоже осенью, я помню. Везде там очень много трекинга, горы, трекинга очень много разного, и красивого в том числе. Очень красивого. Еще есть озера на горах, там тоже был? Да, Курульди, Зурульди, что-то такое. Нет, не был, как мимо проходил, но на них не заходил, да. Есть как бы еще много всего можно посмотреть. Раз уж мы говорим про Сванетию и про Местию, ну нельзя не сказать пару слов про Ужгуле. Такая самая высокогорная деревня, самая удаленная от цивилизации. Там самая-самая аутентика такая. Все очень аутентично. То есть там цивилизация еще вот пришла буквально вчера туда. Каменные дома, такая... Редко бывает электричество.
Все время очень переметает, туда очень тяжело добраться, соответственно, цивилизации нет практически. И люди живут вот как жили там в 15-16 веках, так и живут. Быт такой же, коровы во дворах. Я рекомендую там побывать. Да, одно из мест, которое охраняет ЮНЕСКО. Охраняет или просто в культурное наследие? А, нет, да, в список просто. Культурное наследие. Вот и все. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Скажите, пожалуйста, а вы были в Сванете или планируете туда поехать? Как всегда, до встречи в Сванете.